Всем привет, друзья! С вами вновь PI, и мы на обновленном сервере уже бывшего Mystic Sky Sky Factory. Сервер претерпел огромное обновление даже в лучшую сторону. Сейчас вы сами все увидите. Это просто бомба в модах выживания на острове. Погнали! На спавне, как и раньше, нас встречают подсказки, в которых написаны стартовые команды. Слева от острова дерево, за ним находится рынок, в котором я не вижу особого смысла. Справа библиотека, а спереди пока не пойми что, потому что там дракон и обычная яма. Приступим к самой игре. Вводим команду создания острова и ждем его прогрузку. После прогрузки нас ожидает пару простукиваний от сундука или дерева, что снимает здоровье, но оно быстро восстанавливается. Растет на нашем воздушном плато одно необычное дерево, оно подписано как Dirt, то есть земля. В сундуке есть книга квестов, и вот тут уже одно из самого интересного. В ней прописаны не просто квесты, а целый список развития и выживания. Вы только гляньте на эту прелесть, на это дерево знаний, заданий, которое лишь первая страница из множества используемых далее модов. Приступим к первому заданию. Срубите дерево, которое растет у вас на площадке, а после сделайте из него верстак и ножницы. Дерево ваш самый лучший друг. Пока рубим дерево, можно заметить, что падают из него кусочки земли. Думаю, тут очевидно, что будет дальше. Из-за переполнения сервера у нас будут зависать блоки, что не очень приятно, но в принципе терпимо. Первый раз я пытался сделать ножницы как в старой версии, но их изменили. Чтобы посмотреть, как или откуда добыть необходимую вещь, нужно кликнуть по ней в заданиях. Тут можно увидеть вещи, которые можно добыть из дерева или в бочке, или в механизмах в будущем. Забираем нашу награду и переходим к следующим квестам. В следующем задании нас будут учить, как добыть землю из этого дерева, а также немного запастись его составляющими. В будущем я буду пропускать подсказки разработчиков, читая про себя. Если вам интересно, вы можете остановить на паузу или же сами присоединиться к игре и почитать, как вам будет удобно. А пока я ускорю добычу ресурсов, чтобы видео не затягивалось на 5 и более часов о том, как я добываю землю из дерева. Для того, чтобы падало больше ресурсов, я загляну немного вперед и сделаю посох из палок, как в предыдущих версиях. С ним шанс выпадения ресурсов значительно возрастет. Посадив дерево, нам не придется снова ждать 4 часа, а достаточно красться рядом или много раз нажимать клавишу Shift. Когда я проводил короткий стрим, я даже не подумал сделать топор, что ускорит срубку дерева. Я уже добыл необходимое количество ресурсов для задания, осталась только земля. Она делается из кусочков и желудей. Если поменять в крафте местами желуди и кусочки, будет стеклянная земля. Далее по заданиям вниз шелкопряд. Это ужас. Шанс выпадения его из листвы с помощью посоха 20%, хотя он мне не выпал ни разу в будущем с 20 деревьев. Поэтому я пойду вверх, где смогу добыть его другим способом. Сушилка. Вещь, которая не очень была полезна до обновления, хотя может мы о ней и мало знали. Тут она находится в самом начале и нужна для продвижения вперед. Я слегка расширил остров и выставил 8 сушилок, чтобы было быстрее. Переходим дальше. Засохшее дерево. Для начала нужно сделать росток, а для него нужны желуди. Бегом сушить желуди из земли. Для создания ростка нам нужно будет 8 сухих желудей и 1 саженец земляного дерева.
Написано, что они сохнут 1 минуту. Ну что ж, будем ждать. И вот они высохли. Собираем, крафтим и снова рубим новое дерево. За выполнение нам дали немного булыжника, и я использовал его для топора. Далее нужно идти по главным заданиям, но я постараюсь выполнить и все побочные. В данном случае сбор ресурсов с этого дерева. За выполнение дополнительных заданий мы получаем бонусные сундуки. Не думаю, что они пригодятся, но проверить свою удачу можно. Мало ли, дадут полетать. Следующим заданием будет нововведение – ступа. Делается просто, а механика ее забавна. Гравиевое дерево. Для него нам нужно будет потоптать сухие желуди в этой ступе, а саженец делается так же, как и с сухим деревом. Честно говоря, слово «потоптать» было не очень правильным, потому как я достаточно долго тупил над этим. Правильнее было бы «попрыгать», хоть и понятно, что в жизни это топчется. С гравиевым деревом все понятно. Топ-задание я выполню, поэтому переходим сразу дальше к песочному дереву. Я думаю, вы уже поняли, к чему это все идет. Для песочного желудя делаем все так же, как и с гравием, только потопчем сухой желудь дважды, то есть потоптать гравиевый желудь. Да, я думаю, вы и так поняли. Крафт саженца такой же, только вместо гравиевого дерева используем сухое. И это задание выполнено. Теперь делаем мой любимый молот, конечно же из дерева. Тут уже можно остров создать из дерева, даже не из досок. С молотом покончено, теперь пыльное дерево. Все то же самое, только в подсказках еще есть то, что песок можно сломать молотом для получения пыли. Я думаю, вы помните то, что песок можно получить, сломав гравий, чтобы сломать булыжник и так далее. Я уже выполнил 2 дополнительных задания, получаем сундуки и смотрим, что выпадет сейчас. Думаю, что в следующих сериях сундуки мы будем открывать в конце серии, а так, они мне особо не нужны, и вы можете пооткрывать их со мной и забирать, что выпадет. Пыльное дерево я решил немного придержать и сделать шелкопрядов. Как я и говорил, я буду добывать их из ступы. Еще одна миссия готова. Теперь нитки. Это не беда. И еще это было бы легко, если не нужно было бы иметь 4 шелкопряда для выполнения, что займет огромную кучу времени. Пыльное дерево тоже готово, и можно выполнить еще одно дополнительное задание и приступать к ниткам. Как я и говорил, выполнить нитки было бы просто, если не шелкопряды. А так, для заражения в будущем, я соберу ножницами зараженные листья и буду использовать их. Собирать нить лучше посохом, потому что руками шанс выпадения очень мал. Также я еще раз посмотрел, и оказалось, что те 20% это выпадение шелкопряда зараженной листвы. Хотя, скосив еще 5 деревьев так, шелкопряды мне не упали, хотя ниток у меня уже более пару стаков.
Еще более эффективный в сборе листьев будет комбинированный посох. Он делается из 4 обычных посохов. Выставить их нужно как палки при крафте посоха. Думаю, вы успели увидеть, сколько листьев я поломал, хотя ни одного червя мне так и не выпало. Собрав 4 шелкопряда, ну и пару ниток, мы можем переходить к следующему квесту – создание сита. Теперь сито делается немного иначе, что очень классно. Теперь для сита нужен каркас и сверху вставить вид сита, через который будем просеивать. Я успел глянуть в крафтах, они обшиты разными металлами, что увеличивает вероятность получения ресурса. Теперь, собрав полную конструкцию, можно просеивать полученные блоки с деревьев для различных культур. Или, например, как для следующего задания, пыль для костной муки. Также для некоторых дополнительных заданий нужно будет много земли, пыли, гравия и других ресурсов, а это очень много потраченного времени, поэтому к некоторым заданиям я вернусь позже, в будущем. Следующей нашей задачей будет дубовый тигель для получения воды. Мы помним его из прошлых версий, когда нужно было класть листья, а они становятся водой. Там мы его не использовали, потому что вода была всегда, а тут ее нет. Ведра тоже нет и вряд ли скоро будет, но в подсказках написано, что она нужна нам будет для глины. А этим я займусь в следующей серии. Сейчас мы попробуем добыть костную пыль. Для этого нужно просеять пыль через уже готовое сито, но чувствую, что и тут шансы будут маленькие и придется мне страдать еще долго. Блоки пыли я не стал пока делать, а возьму те, что были у меня уже. И посмотрим, сколько мне выпадет костной муки из 22 блоков пыли. Просеяв 12 штук, я начал сомневаться, а точно ли мне упадет что-то, потому что вообще никакого ресурса мне не выпало. Будем биться до последних. И все, у меня больше нет. Почти полстака пыли и выпала одна костная мука, а нужно 4. Это мне выпало в награду, а сколько придется их крафтить, уже даже страшно представить. Продолжим мы уже в следующей серии. Это была только первая страница из 11. Я их уже полистал, и вроде как 2 страницы по 1-2 задания, но остальные это целый список. Это будет намного серий, потому как на эту запись я потратил свыше 5 часов, на монтаж 4 часа, а вышло менее чем на 15 минут. А все из-за того, что большую часть времени я тратил на получение ресурсов с деревьев. Так что сериям поэтому еще быть и быть много. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, напишите в комментариях, понравился ли вам этот сервер, делитесь видео с друзьями, играйте на проекте, ссылка в описании, и всем удачи. Увидимся в следующих сериях.